Приветствую, друзья! И сегодня я вам покажу самый масштабный проект этого сезона. Это самая большая яхта, которую мы делали в этом сезоне 2024 года. Это Samana 59, это чудеснейший катамаран, который клиент захотел немножечко кастомизировать. Здесь вы увидите все, да, вот, от штурвала, техники BNG, заканчивая молния защитой и самой-самой дорогой опцией. Поэтому оставайтесь с нами, и вы увидите много интересного. Поехали! Уп. У нас ветрено, ребята, в Ля-Рошеле, поэтому мы здесь затентовали. Вот такой вот тентик мы, кстати, сделали с более широкими окнами, с дополнительными усилениями. Кокпит здесь достаточно большой. Я напомню, что Samana 59 это младшая сестричка Allegri 67. Это действительно две классные лодки. Они очень хорошо продаются, несмотря на ситуацию на рынке. Заказ на них все равно до года, до 1,5 лет сейчас. Что мы видим в этом кокпите? Мы здесь сделали вот такие подушки. Сам владелец хотел обычного размера подушки, потому с ними сильно мы не заморачивались. Опять же, можно сделать любого цвета, толщины. Я для своей лодки хочу заказать очень тоненькие подушечки, чтобы не морочиться с их укладыванием, потому что это такая фитнес-разминка, да. Но здесь они вот такие толстенькие, хорошенькие получились. У нас имеется камбус с одним холодильником, с грилем и вот такой стол. Как по мне, немножко великоватый, но есть заказ, значит, мы сделали. Самое важное изменение, которое мы в кокпите сделали, это покрытие коркдеком. И здесь мы применили более темный коркдек с более светлыми полосками. Такой вот негатив у нас получился. В позитивном смысле негатив. Широкие полоски, вот в таком современном стиле. Здесь также мы разместили ночную подсветочку в большом количестве. Ночью просто вся яхточка тут так вот светится красивенько. Это действительно так завораживает. Приятно это выглядит. Хотел снять для вас, но даже наши камеры, они не передают вот этого ощущения. А вот здесь, ребятки, мы поставили вот такую шторку, которая у нас тенечек создает, потому что когда низкое солнце, не совсем как бы приятно, да? И вот такая моторизированная шторка у нас. И у нас еще идея появилась тут проектор ставить и показывать кино. Но очень нужная штука, действительно, я по себе знаю. Поэтому вот так вот и делаешь так хрясь, и он поднимается. О. И теперь я вам покажу моторные отсеки. И здесь будет опция, которая больше всего отняла у нас труда. Да, труда в первую очередь. Мы сделали здесь шумоизоляцию, и это, наверное, самые красивые, самые тихие моторные отсеки на всех катамаранах мира. Посмотрите, у нас здесь вот такая трехслойная звукоизоляция. Ее нужно было как бы наклеивать, все вырезать. У нас здесь огромное удобное моторное отделение. Моторы Янмар, 150 лошадей каждый. Это опциональные усиленные моторы. К ним мы применили винты складные Max Prop. И здесь у нас еще итальянский дизель-генератор Genset на 15 киловатт. Он с вариативным мотором. И вот, ребята, посмотрите, как мы все покрыли звукоизоляцией. Это заняло действительно очень много труда, но оно того стоит. Здесь, ребятки, у нас пульт управления моторами находится, да, 2 тротла. Очень важная штука, особенно если вы самостоятельно хотите управлять яхтой. Вы переносите управление сюда и можете либо швартоваться практически в одиночку, да, либо если вы заядлый рыбак и вам нужно управлять моторами, вам нужно остановиться вовремя, покрутиться, вот. Так что рекомендую, незаменимая опция. А в корме мы поставили классические кабестаны, вот, обычного действия. Они очень красиво выглядят в любом случае, вот посмотрите как.
Что ж, друзья, и теперь давайте посмотрим наш салон, потому что тут мы, конечно, разошлись. Мы его здесь очень хорошо апгрейдили или кастомизировали. Там есть что посмотреть, но, ребятки, фичи салона начинаются еще до входа в него. Смотрите, что я могу сделать с этой дверью. Так, так, так. И теперь вот так. Вот так вот и... Вуаля! Хо-хо-хо! И наш кокпит с салоном плавно превращаются в одно пространство. Самый широкий проем в классе. Камбус выходит прямо сюда, и вы здесь как бы уже можете подавать ваши блюда вот прямо на этот стол. Благодаря жесткому корпусу у нас может быть вот такой проемчик, и пространство действительно просто расширяется, и лодка становится внутри больше, чем снаружи. Прошу отметить, это очень важно, когда вы выбираете себе яхту. И посмотрите на этот салон, потому что здесь мы, конечно, порезвились. Погнали. Вуаля. Начнем, друзья, с камбуза. Он здесь прекрасен, уже был по своему рождению, но посмотрите, как мы его преобразили, да? Да, это же какая-то прелесть просто. Мы поменяли здесь полностью фасады, и у нас здесь вот французский орех идет. Он сделан полностью, смотрите, видите, вот один ствол дерева, и вот он идет, вот и полностью продолжается. То есть работали мастера мебельного дела, да, и это настоящий идет шпон, это настоящий полноценный срез ореха. Блин, и вот орех мне очень нравится, ребята. Я вот от всех видов орехов, итальянских, французских, канадских, я просто млею. Классное, богатое дерево. И кроме этого, посмотрите, как этим фасадам импонируют кожаные ручки из натуральной кожи. Итальянские ручки от Foresti Sguardi. Они просто классные, они приятные, их приятненько трогать, жамкать. Вот мы здесь поменяли полностью ручки, и камбус просто заиграл. И когда ты сидишь вот с той стороны, ты любуешься натуральным деревом. Это действительно приятно, красиво, и ну, подняли левел просто на 100 пунктов вверх. И кроме этого, вот в этом угловом шкафу мы поставили Purifier, очиститель воды. Вы видите уже наш фирменный носик двойной, да, то есть у нас здесь очищенная водичка идет, так, пульк. И по технике у нас, кстати, первая яхта флагманского класса без посудомойки. Но если ты владелец такой яхты, ты имеешь право заказывать музыку. Сказал человек, не нужна мне посудомойка, ну, не надо, так не надо. Но у нас здесь есть морозилка, да, на 90 литров, минус 22 выдает. Здесь теперь вместо посудомойки просто шкаф. Вот угловой шкаф, еще шкафчики и всякие пошли. И вот здесь у нас основной холодильник, большой, хороший, импортный. Здесь варочная поверхность Siemens с 5 комфорками, одна турбо-комфорка. И вот такая на 76 сантиметров, на таких 76 больших сантиметров. Не знаю, к чему вот здесь держатели, потому что, ну, чтобы ими воспользоваться, ну, нужно очень хорошо постараться профилонить прогноз погоды. Но уже есть, так есть. И, ребятки, ну, я здесь прикрыл, потому что там не особо красиво, да, но панорамное остекление, оно впечатляет. То есть ты с любой стороны, когда стоишь, ты видишь море. Камбус действительно огромный, красивый. Пройдем теперь в бар. Наш барчик. Тоже нужная вещь. Здесь мы планируем поставить кофемашину. Вот тут у нас, опять же, местечко для зарядки телефончиков притаилась. Толковая штука. Здесь также можно что-либо разместить нужное и полезное. А вот тут, ребята, мы разместили наш винный холодильник на 23 бутылочки. Ну, такое, на день хватит. Тут, опять же, еще одна моечка. Очень маленькая, это чтобы вы помыли свои фруктики. Тут действительно должно располагаться кофемашина, льдогенератор, все такое нужное и полезное. И чтобы совсем закрыть тему с баром, ребята, посмотрите, как мы здесь отделали вот эту стенку. Здесь была ужасная серая кожа.
кожзам. Теперь здесь натуральная кожа, она вот такая мягенькая, с вот такой красивой строчечкой мы сделали. Такого более радостного, я бы сказал, цвета. И в большой яхте, да, вот это все заиграло. Теперь гораздо веселей сидеть здесь на штурманском месте и наблюдать, опять же, вот такую красоту. Так, и здесь у нас стоит камера охранной сигнализации. Ребята, у нас всего 3 камеры здесь стоят. Они используются как для швартовки внешние и также для охранной сигнализации. То есть вы можете сидеть себе где-то дома и наблюдать, что тут у вас вообще происходит, что творится. То есть эта система Barnacle передает всю информацию вам на телефон. Вы видите состояние батареи, состояние ваших танков, ветер, включились ли помпы, вообще, что с лодкой происходит. И перебираете еще камерами, и вы можете наблюдать, что у вас происходит. Очень толковая и нужная штука. Давайте продвинемся плавненько к рулевому посту, к штурманскому месту. Погнали. Здесь мы видим, как мы поменяли ужасную технику Garmin. Я знаю, вот в General Aviation Garmin просто топ. Но как-то вот с яхтами у них не сложилось. То ли это на аутсорс отдали. Но B&G либо Raymarine все-таки лучше. Здесь мы поставили B&G, поскольку на предыдущей яхте этого владельца был B&G, он привык к ней, и, соответственно, мы здесь изобразили B&G. У нас здесь все имеется, полностью набор инструментов. Также отсюда мы можем управлять всем освещением на лодке, наблюдать за нашими танками. Вот карт-плоттер, радар. То есть все здесь имеется, но мы здесь сидим не для этого. Здесь я вам хочу показать камеру с искусственным интеллектом CAI. Очень классная штука. Ночная камера, дневная камера, широкий угол. Она у нас стоит прямо на топе мачты. И мы наблюдаем за всей происходящей картинкой. Даже вот если присмотреться к Форт Боярд, мы можем увидеть. Важно то, что у нее есть режимы, когда она определяет какие-то препятствия на море, какие-то инородные предметы, и ей все равно. То есть она с искусственным интеллектом, как вы видите из названия, соответственно, она самообучается и начинает понимать и видеть какие-то объекты. Мы поставили самую топовую для парусных лодок модель. В данном случае, конечно, она облегчает навигацию, особенно ночью, и также помогает в вопросах человека за бортом, man out the board. Очень классная фича. Я думаю, что для безопасности очень толковая и нужная вещь. Что мы еще имеем? Да, ручки управления газа, пульт управления автопилотом. Владелец попросил физические кнопки, поддерживаю. Нужная полезная штука. Дополнительное управление у нас карт-плоттером. 2 маленьких мультитула, тоже хорошая штука. Ими можно работать, не включая большой карт-плоттер. Вот. Дальше у нас основной экранчик Шайбера. Это система умного дома, двигатели Янмар, управление дизель-генератором, наш Виктрон, вот, розетки, управление кондиционером. Все здесь имеется. Вот. Кроме этого, у нас здесь есть Виктрон. Мы поменяли здесь все батареи на литий-феррум-фосфатные. Вот хорошая штука. И мы отсюда видим, как бы, что у нас творится с зарядкой, разрядкой. То есть у нас идет зарядка от солнечных панелей, от дизель-генератора, от берегового питания и от самих дизелей. Вот. Поэтому здесь мозг управления вы можете делить на 2 части этот карт-плоттер, и в какой угодно вариации вы будете видеть и управлять всей вашей системой. Ребята, вот так вот. И вот закончим обзор салона вот нашей такой работой, которая мне очень нравится, ребята. И это действительно заняло у нас таки время, силы. Вот мы полностью перешили интерьер, потому что, как я говорю, у Fontaine-Pajot классный дизайн планировки, просто шикарный, да, хорошо продуманный. Но вот материалы немножко как бы вызывают у людей вопросы, и, соответственно, мы предлагаем вот такую как бы услугу по перешивке интерьера. Здесь мы применили алькантару, и не просто алькантару в морском исполнении, толстую, которая не впитывает ни кофе, ни вина красного, ни жира. Я
уже попробовал как-то, не по своей воле. Вот мы подобрали такой интерьер. Мне он действительно очень нравится. И он очень понравился заказчику. Он действительно просто в ударе. Посмотрите, вот с этими фасадами из французского ореха, да, с вот этими диванами новыми. Лодка заиграла просто, ну, совсем по-новому. Еще напрашивается здесь вот какой-нибудь приличный такой коврик. Не коврик, а палас. Покрытие, да. Сидя сейчас вот на этом прекрасном диванчике, можно порассуждать, да, что в этом сезоне это самый наш крупный проект, это самый дорогой наш проект. Были вещи, против которых я был против. Это скрутка в ГИК, да, хотя я многим как бы про нее рассказываю, но считалось, что для хорошей работы скрутки обязательно должен быть бум-ван, оттяжка ГИКа, которая позволяет удерживать направление. Но здесь с помощью топпин-лифта мы его поменяли на дайнему, да, на такую очень плотную веревку. Мы провели 3 теста сейчас на этой яхте, и ГИК работает очень классно. Действительно, он скручивает просто, ну, идеально парус. Я, честно говоря, такого не ожидал. Может быть, это связано с тем, что здесь фурлер-бум имеет мотор, встроенный в сам как бы вал, который внутри. И этот мотор действительно позволяет укладывать парус очень хорошо, аккуратно, правильно и, соответственно, поднимать парус. В итоге эта яхта управляется одним человеком. Да? Для нас был как бы вызов. Владелец заказал этот фурлер-бум, но не в то, что в последнюю минуту, а уже в после последней минуты. И как бы достаточно вся команда напряглась, чтобы это все сделать максимально вовремя, потому что хо-хо-хо, да, это был вызов. Но давайте порассуждаем, что мы еще здесь установили. Я считаю, что практически все дополнительные опции, которые мы поставили, они важны, они здесь в тему. То есть мы не перегружали в любом случае яхту какими-то вот ненужными вещами. Все покрыли пробкой. Опять же, у него была пробка на предыдущей яхте. Ему очень зашло. Ему было приятно ею пользоваться. Вы представляете, да, здесь какие площади, флайбридж, да. Но он был непрекословен. Сказал, нет, всю яхту, пожалуйста, мне вот покройте. Такая палуба создает дополнительную звукоизоляцию, теплоизоляцию. Что еще важного, да, это литий-феррум-фосфатные батареи, да, Victron. Это просто обязательная уже вещь, потому что энергопотребление на такой яхте, оно действительно большое, и батареи должны отрабатывать свое. Далее, владелец этой лодки имел одну неприятную ситуацию на предыдущей яхте с попаданием в молнии. И, соответственно, вы понимаете, что заказ на молниезащиту был обеспечен. То есть мы здесь поставили молниезащиту. Она становится на топ, и она разряжает атмосферу вокруг лодки, делает вот такой купол. Ультратихие туалеты. Опять же, как же, ну, без этого, да, потому что, ну, иногда туалеты ревут так, что просто, ну, страшно становится. Есть у него, конечно, еще желание большой электротузик поставить, но пока ведутся переговоры. Я пока к этому не готов. Почему? Потому что мы просчитали, что только батареи будут весить 200 килограмм. Ну и сам тузик будет достаточно тяжелый. То есть, если уже батареи только 200 килограмм весят и еще людей посадить, ну, емкость будет очень маленькая. Вот. Так, и вот наша мастер-каюта, то есть каюта владельца. Здесь предостаточно места, и она не является чересчур огромная. Предостаточно для одной пары, для того, чтобы себя здесь вот как бы расположить. Обратите внимание, как мы обшили вот этот диванчик для переодевания носков. Ну, он был совсем такого несчастного вида, а теперь, как он заиграл с алькантарой, шикарно получилось. По высоте у нас тут предостаточно места, да, я, собственно говоря, в обуви стою, и кепка еще на мне, вот тут как бы, ну, где-то 2,20-2,30, вот. В этой спальной части достаточное количество всяких маленьких шкафчиков, вот маленьких и нужных полочек, вот эти светильнички такие, они очень няшечные, милашечные, вот. Но самое главное, что у нас есть вот такое
шикарное окно. То есть вот такой цветовой иллюминатор у нас находится. Есть дополнительный лючок для проветривания. Он работает вместе с верхним люком. Верхний люк у нас закрывается, если нужно, либо превращается в москитную сетку. Здесь все функционально. Здесь можно поставить телевизор, он будет выезжать, заезжать. Но я бы от телевизора здесь, конечно, бы отказался, потому что я имею такой прекрасный вид на море, и ну, никакой телевизор не сможет его заменить. Размер кровати 2 на 1,80 м здесь. Вот, и окна у нас вот здесь так вот хрясь, да, закрываются. Полностью можно сделать такой blackout. Здесь, конечно, да, напрашивается какое-то зеркальце. Вот, да, для вашей супруги такая вот косметическая зона косметичек. Вот это выходы для кондиционера. А вот это, ребята, это не отопитель, это у нас механическая так называемая вентиляция. То есть она охлаждает, она гоняет воздух, вот берет его снизу и наверх, то есть охлажденный воздух перемещает наверх. В итоге мы можем не использовать кондиционер, когда не сильно жарко. Хотя кондиционер здесь присутствует, здесь находится чиллер-система у нас. Давайте переместимся сюда, в гардеробную зону. Нормальный полноценный шкаф здесь мы имеем. Здесь другие шкафчики выдвижные. Такой себе комодик, можно сказать. Даже зеркальце есть. Ух ты, даже я могу как-то поместиться. Так, если вот так живот втянуть. Да. Что здесь меня прельщает, это вот санузел такой, да. Даже не хочется его называть санузел. Это такая вот римская ванна, я бы сказал, с таким мармуром. Решение просто, ну, классное. Потому что у нас здесь большая душевая, очень хорошо и толково продуманная, с окошком своим, чтобы вы дельфинчиков видели. Ну, или дельфинчики вас, ребят. Ну, окошко можно зашторить. Так что не переживайте за дельфинов. Чтобы они себя чувствовали не сильно смущенными, да, поэтому вы от них можете зашториться. Ну, или выключить свет, собственно говоря, потому что свет здесь присутствует. Душевая действительно очень толково и качественно сделана. На магнитах. Прикольно. Это решение тоже здесь очень хорошо и продуманно сделано. Мне нравится, что здесь одна мойка у нас. И здесь у нас должны быть какие-то открывашки. Ого! Ребят, здесь можно просто комплект полотенец, белья. Очень глубокий. Ого! Ого, как-то я раньше не заглядывал сюда. Ну, да, места предостаточно и можно толково все расположить. А вот хотите увидеть нашего оператора? Вот, пожалуйста. Да, напрашиваются тут еще какие-нибудь полочки, организаторы. Я знаю, в нашей команде есть специалисты по организационным системам. Для всего. Обращайтесь, очень даже недорого вам порекомендую. Мы имеем здесь туалет с очень хорошим и большим унитазом от фирмы Tecma. Итальянский, слушай, итальянский хороший унитаз, просто песня. И самая главная фича, самая главная классная штука здесь, что за моей спиной, как вы уже увидели, выход прямо на транец. То есть вы такие вот утром вышли такие, прыгнули в водичку, покупались, ну вот, сюда зашли, приняли тут такой душик себе, вот, представьте, да, развивайте воображение, смотрите, какие смешные эти, да, видите, это чтобы не треснуться головой высокому человеку. Важно то, что спрос на мега большие каюты как бы падает, то есть люди вот запрашивали, и Оливье Купо со своей супругой Изабель, собственно говоря, вот такое дело сделал. Очень толковая и продуманная мастер-каюта получается. Теперь давайте пройдем в носовую каюту, здесь же по правому борту. И заодно я вам покажу, где мы установили стиралку с сушилкой. Погнали. Так, сейчас. Оп. Сушилочка и стиралка. То есть на такого размера лодку можно уже установить полноценные. Здесь у нас на сколько? На 8 килограмм. По секрету скажу, что владелец лодки любитель техники Samsung. Вот, поэтому мы нашли для него стиралку и сушилку Samsung. И вот здесь расположили в очень хорошем месте, ребята. Поэтому обращайтесь.
Единственную стиралку, которую мы не сможем поставить, это Вятка автомат. Ну, сори. И давайте посмотрим носовую каюту, которая притаилась у нас здесь. Носовая каюта по правому борту. Сразу скажу, что они симметричные и с той стороны. Абсолютно одинаковые каюты. Поэтому я вам покажу вот эту. Носовая гостевая каюта с нормальной полноценной кроватью. Опять же, полностью повторяет весь стиль. Все присутствует так же, как и в хозяйской каюте. С хранилищами у нас здесь тоже все в порядке. У нас есть шкаф. Маленькие вот такие вот шкафчики. Здесь у нас такой вот большой выдвижной ящичек. И здесь у нас душевая. Ну, то есть санузел, полноценный санузел. Вот. Ребята, ну, отлично я здесь помещаюсь. У меня достаточно пространства над головой. Умывальничек, зеркальце со шкафчиком. Здесь у нас отдельная душевая. Она вот здесь так открывается. Заходим и выходим. С лючком. И опять же полноценные унитазы Текма итальянские стоят. То есть, ну, здесь можно себя чувствовать человеком. И опять же, в каждой каюте вот такие шикарные панорамные иллюминаторы у нас в борту. Можно их просто вот заблечить. Вот, и это классно, потому что света предостаточно. Здесь огромное количество света в каждой каюте. И это вот особенная фишка от Fontaine Pajot, потому что корпуса более жесткие, соответственно, могут себе позволить это. Обратите внимание, ребята, на эту прекрасную дверь, да, в носовой кокпит. Она вызывает уважение, потому что сделана из чудесной, благородной, нержавеющей стали. И смотрите, какие замки у нее стоят самолетные. Многие говорят о том, что вот хочется бы дверь, носовой кокпит. Но, ребят, если ее делать, она должна быть вот такая. Почему? Потому что она должна действительно выдерживать удары волн. Это безопасность. Если вы ставите себе просто балконную дверь, поверьте, очень много случаев, когда ее нафиг просто вышибало, и все. И вот она здесь была. Вот, поэтому, если вы собираетесь ходить далеко, а не в чартерном режиме, то носовая дверь должна быть вот такая. Вот такие у нас замочки здесь. Опля! Слышите, щелчок такой приятный. Еще один. Да, всего 6 замков. И вуаля. Мы на свободе. И вот такой носовой кокпит мы имеем на нашей Саманке, да. Достаточно емкий. Здесь еще напрашивается столик. Я бы с удовольствием поставил его. Вот такая подсветочка у нас модненькая, синенькая, мягкие части. Мы можем сделать любого цвета для вас, с любой ткани, потолще, потоньше. Вы видите, опять же, все покрыто пробкой здесь. Здесь у нас спрятался ящичек. Якорный ящик с хорошенькой лебедочкой такой вот. Мы имеем 2 передних паруса. У нас здесь стаксель, да, и Генуя. Все с электроскрутками. В таком виде они идут с верфи. И если присмотритесь, вот дальше на бушприте мы сделали вот такую розетку. Это сейчас вот делают такие компактные скрутки, да, которые снимаются вместе с парусами. Отличная штука. Мы уже устанавливали несколько раз на нескольких лодках. И вот здесь мы применили такую же. Кроме этого, ребята, у нас здесь 2 каюты для экипажа со своими санузлами, со своими душевыми, кроватями. И посмотрите, какую штучку мы установили. Смотрите, вот такие электроутки мы поставили для этой лодки. Смотрите, да? Классная штука. То есть у вас кабестан прямо встроен в стойку утки, и вы, когда веревку натягиваете, она у вас, ну вот, отлично сама затягивает. То есть даже хрупкая девушка справится теперь со швартовкой. Вот. Опять же, сидушечки, да. Пробка, конечно, выглядит классно, ребята. Серые полоски, они
Конечно, вот играют. Эта пробка более темная, и серые полоски с ней выглядят просто шикарно. Чтобы показать вам самую дорогую опцию, ребята, мне пришлось залезть вот прямо на крышу флайбриджа. Ну, чего не сделаешь ради дорогих телезрителей. И, ребята, вот представьте, да, здесь поместился целый парус. Еще многие спрашивают, а как, собственно говоря, проходит процесс закрытия, да, этого гика. Вот автоматически, видите, я силой мысли так вот двигаю, и наш вот парус автоматически закрывается, да. Хорошая штука, обошлась в кучу денег, но действительно очень толково, потому что у нас нету этого лэзи-бэга, этой сумки, которая, ну, нам абсолютно не нужна. Во-вторых, это выглядит красиво, надежно, и парус здесь аккуратненько скрученный, он более долговечный у нас, ребята. Кроме этого, по правому борту мы разместили морской Starlink. Он у нас запитывает роутер, и у нас будет интернет в любой точке мирового океана, практически в любой. В корме мы расположили солнечные панели. Здесь у нас находится 4 панели от Solar Power по 400 Вт, и они обрамлены шикарной нержавеющей рамой от Tekinox. Ребята, я не буду говорить, сколько эта рама стоит, да, но она нужна, по-другому мы никак их не укрепим. Вот, и, значит, 4 панели здесь у нас находятся, и еще 4 будут у нас находиться на крыше. Итого будет 8 панелей по 400 Вт. Поэтому эта яхта не будет страдать от недостатка электричества. Вот такой у нас проектик получился. Это сейчас я такой веселый. А когда мы его осуществляли, пришлось, конечно, немножечко понервничать. Лодка вышла на славу, и владелец довольный, это важно. Если вам что-то понравилось, не понравилось, либо какие-то вопросы интересуют, пишите в комментах, я буду стараться отвечать. Всем моим дорогим мореплавцам бажаю успеху и до зустрічі в морях!